Сегодняшний эфир начнем с самых важных новостей. Цахал ударил по командному пункту турецких сил в Дамаске, столице Сирии. Везде, где организована террористическая деятельность, лидер экстремистского исламского движения Джулани увидит, что самолеты военно-воздушных сил Израиля кружат над его головой и атакуют террористические цели. «Мы не позволим Сирии стать угрозой государству Израиль», заявил министр обороны Израиля. В результате удара ликвидированы высокопоставленные турецкие командиры и командиры Хаят Тахрир аш-Шама. Это то, о чем я уже несколько месяцев говорил вам. У Турции и Израиля есть серьезные проблемы друг с другом на территории Сирии, которую захватили террористы и их лидер Аль-Джулани. Да и в целом между Турцией и Израилем существует множество нерешенных проблем. Теперь перейдем к следующему. На этом нестабильном и напряженном фоне возникает новая угроза для Эрдогана. Бунты алавитов могут расшатать Турцию. Когда турецкие власти приняли решение о запрете с 9 по 11 марта всех несанкционированных демонстраций в стамбульском районе Шишли, где расположено консульство Сирии, публично заявив, что какие-то маргинальные группы готовят беспорядки, не сразу было понятно, что речь ведется о выступлениях представителей алавитской общины в Турции. Как правило, прежде такие акции больше связывались с курдами, периодически устраивавших различных манифестаций. Но только потом стало известно, что турецкие алавиты, нусайриты, решили проявить реакцию на погромы соплеменников в Латакии и Тартусе, а эксперты заговорили, что алавитские бунты в Сирии могут перекинуться в Турцию. Они стали вспоминать о расправах над алавитами в Кахраман-Мараше в 1978 году и в Сивасе в 1993 году. Как сообщила турецкая газета «Хабертурк», в районе Бурджа, провинция Измир, ночью неизвестные пометили двери алавитских домов красной краской, а дома пронумеровали. Среди местных жителей началась паника. В Измире, месте компактного проживания турецких алавитов, заговорили о массовой резне. Стали говорить и о том, что на Ближнем Востоке появляются самые неожиданные комбинации и альянсы, которые могут вслед за Сирией вытолкнуть и Турцию в зону геополитической турбулентности. Сначала о Сирии. После падения режима Башара Асада страна оказалась разорванной на несколько этноконфессиональных зон. Большую ее часть контролируют протурецкие джихадисты. Другая часть — это курды, имеющие за спиной американскую поддержку, а голландские высоты заняты Израилем. Оставшееся в стране христианское население сбежало в алавитский регион, Латакию и в ряд приморских районов, где подверглось погромам со стороны Дамаска. По факту в Сирии разгорается гражданская война. Турция связана с Сирией тремя пуповинами: новым правительством в Дамаске, которое пользуется повышенным ее покровительством, курдской проблемой, а теперь и актуализировавшимся алавитским фактором. В самой Турции проживает около 500 тысяч представителей этой этнически-конфессиональной группы. В годы Холодной войны турецких алавитов обвиняли в сочувствии коммунистам, а сейчас они находятся в оппозиции к правящей партии «Справедливость и развитие» и выступают за исключительно светский характер государства. Но такая напряженность носила в Турции больше латентный характер. Ситуация стала меняться в связи с событиями на границе Турции с Сирией и ситуацией в самой Сирии. Теперь алавиты вместе с курдским вопросом входят в региональную геополитическую повестку. Но их стихия — это уличные выступления, но никак не военные мятежи и перевороты. Поэтому противостоять режиму Эрдогана путем заговоров они просто не в состоянии. Другое дело, если речь идет о массовых выступлениях на улицах турецких городов. В то же время директор турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте Сонер Чагаптай считает, что алавитский фактор, вслед за курдской проблемой, начинает серьезно расшатывать геополитическую устойчивость Турции. По его прогнозу, Турции будут сначала связывать руки в Сирии, а затем душить на собственной территории. К этому добавить пока нечего. Эрдогана вынуждают дать своим курдам новый административный статус. Произошло событие, которое многие на Ближнем Востоке относят к разряду исторических. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шара
и командующий поддерживаемого США Курдского союза демократических сил, СДС, Мазлум Абди подписали соглашение об интеграции всех гражданских и военных институтов курдской автономной администрации в рамках сирийского государства. Произошло это после кровавой расправы, устроенной Дамаском над алавитами. В то же время Анкара, болезненно воспринимающая проблемы курдов в Сирии, заявляет только об осторожном оптимизме по поводу этого соглашения и не отказывается в своем требовании в роспуске и разоружении курдских отрядов народной самообороны, которые возглавляют СДС и которые Турция считает террористической организацией. С одной стороны, вроде бы Дамаск укрепляет свою власть над всей сирийской территорией. С другой, нынешний ход событий и признание Дамаском факта самобытности курдской общины в Сирии демонстрирует, что США ведут события по иракскому сценарию с потенциальным приданием сирийским курдам, как в Ираке, статуса автономии. Соглашение подтверждает, что курдская община является подлинной общиной в сирийском государстве, которая гарантирует ее право на гражданство и все ее конституционные права. Пока на данном этапе соглашение состоит из 8 пунктов, и предполагается, что совместные комитеты завершат его реализацию до конца года. Но впереди разработка и принятие новой конституции Сирии, что должно закрепить легитимность новой власти в стране. Более того, как ни крути, но это выводит Дамаск на определение отношений в формате единой государственности, на определение отношений не только с курдами, но и с теми же алавитами и друзами Свейды. Уникальность ситуации в том, что после статуса автономии курдов в Ираке, потенциального появления аналогичного статуса у курдов в Сирии, должна будет меняться и турецкая стратегия в отношении своих курдов. Эта задача потребует от Анкары активизации усилий, в том числе, возможно, прямого вмешательства в сирийские события для поиска безопасного решения курдской проблемы на своей территории. Но согласие Турции на новый статус-кво представляется маловероятным, что может привести к осложнениям ее отношений с Сирией, что перенесет курдский конфликт с территории Сирии в Турцию и в иракский Курдистан, где турецкие вооруженные силы действуют на протяжении нескольких месяцев. Так что впереди важные события. Связывая эту новость с нашей информацией, отметим, что еще совсем недавно израильские силы при поддержке бронетехники вошли в северные районы сирийской провинции Кунейтра. Одновременно с этим израильская авиация активно патрулирует воздушное пространство региона. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Любая попытка сирийской армии усилить военное присутствие на юге будет встречена жестким ответом. Мы не позволим, чтобы этот регион превратился в новую зону нестабильности». Ситуация остается напряженной, и возможны различные реакции со стороны других стран региона. Силы Цахала еще недавно начали операцию в сирийских провинциях Кунейтра и Дара, нанеся удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска и на юге Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска продолжат выполнять поставленные задачи в этих районах и подчеркнул необходимость предотвращения усиления военной активности на южных границах Сирии. Турция выразила резкую обеспокоенность ситуацией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил, что подобные действия создают риски для стабильности в регионе, и подчеркнул, что Анкара продолжит следить за развитием событий. На фоне сообщений о возможной поддержке курдских формирований в Сирии, Турция предупредила о готовности принять ответные меры в случае угрозы своим интересам. Эти события могут привести к дальнейшему росту напряженности, а также к усилению дипломатической и военной активности различных сторон в регионе. Анкара может предпринять шаги для защиты своих позиций, включая возможное наращивание военного присутствия и активизацию дипломатических инициатив на международной арене. Теперь вам должно быть понятно, почему Аль-Джулани подписал такой документ с сирийскими курдами. Ситуация в Сирии продолжает оставаться нестабильной. Через 90 дней после смены власти в Сирии начались масштабные столкновения между различными группами, поддерживающими прежнее руководство, и представителями новых властей. Основные события развернулись в провинции Латакия,
где традиционно проживают алавиты. Согласно сообщениям, число жертв уже исчисляется сотнями. Эскалация напряженности началась в Латакии, где был убит сотрудник службы безопасности, после чего в Джабле произошла засада, приведшая к гибели 15 сотрудников силовых структур. Впоследствии столкновения распространились и на другие районы, включая город Латакия, где вооруженные группы попытались взять под контроль позиции правительственных сил. В ответ сирийская армия направила в регион подкрепления, включая тяжелую технику. Местные СМИ сообщают, что некоторые представители прежнего руководства страны, оказавшиеся в изгнании или подполье, могут быть связаны с происходящими событиями. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что определенные силы испытывают новую власть, и призвал к сохранению стабильности. В это же время внимание аналитиков привлекли события в южных районах Сирии, где обостряется ситуация среди различных этнических и религиозных групп. В частности, наблюдаются признаки координации действий между некоторыми алавитскими, друзскими и курдскими формированиями. Это вызывает обеспокоенность соседних стран, таких как Турция, Иран и Саудовская Аравия, каждая из которых рассматривает ситуацию с точки зрения собственных интересов. Эксперты отмечают, что региональная напряженность может возрасти, если конфликт продолжит расширяться. Развитие событий в Сирии влияет не только на ее внутреннюю стабильность, но и на общий баланс сил на Ближнем Востоке. Международное сообщество продолжает следить за ситуацией. Однако вопрос о том, каким будет дальнейшее развитие событий, остается открытым. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые мощные мировые новости.